Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня у меня будет предновогодний выпуск. Сразу хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Всем нам добра и здоровья, чтобы у всех все было хорошо. А у меня сегодня что будет? У меня сегодня будут похвастушки. Хочу показать, навязала на подарки вот такие новогодние носочки. Будет краткий обзор, как я их вязала. Значит, по носочкам. Одна пара свободна, за 3 дня можно отвязать, так что время еще есть, успеете. На размер, сейчас я сразу их замеряю вам. Я буду вязать, у меня акрил, сейчас, подождите, с 5 на 10. Сначала замеряю. Вот смотрите, по подошве от пятки и до мыска 22 сантиметра. 2 сантиметра опускаю на растяжку, 24. Я их от 38 до 40 определила. Ну, кто любит свободно, значит, добавляем длину. Вот регулировать будем по мыску. Добавим по ширине. Померила я на 38 свободно ширина прошла, на 40 впритык. Значит, по ширине 10,5. И вот здесь, где у нас подъем, 11,5. Голенище у меня сколько? Тоже вот 10,5. Так, дальше. Вязать буду спицами номер 2,5. 5 спиц у меня, коротенькие вот такие. Теперь пряжа. У меня акрил 240-250 метров на 100 грамм. Вот у меня было такой белый цвет, кремовый. Было 100 грамм, вот сколько осталось. Красный, зеленый и светло-зеленый. Вот так вот скажу. Этих тоже было, этих вообще немножечко было. Да, вот полмотка была. Вот такая вот пряжа. Значит, если взять пряжу тоньше, метражом больше, да, то, соответственно, размер у вас будет меньше. Вот так вот, смотрите, например, в этих синих вот тоже так вот цвета подобрала. Здесь пряжа у меня была 220 метров на 100 грамм, насколько я помню, да. И вот они сразу на сантиметр и по высоте, и по длине, на сантиметр, и по ширине. Ну, вот так вот. Получились больше. Поэтому вот такая вот разница. Вот сразу вот эти вот на 40-й даже чуть больше вышли. Так, что еще? Замерила. Остальное сейчас все покажу. Идем смотреть. Набрала на спицу обычным способом 60 петель. Теперь распределю их на 4 спицы. Плюс 1 петелька лишняя. Одну петельку провяжу сейчас вместе. Когда буду соединять в круг, 2 петельки провяжу вместе. Значит, распределяю на 4 спицы. 5 буду вязать. Провяжу 12 рядов лицевыми петлями. Так, переношу по 15 петель на каждую спицу и провязываем 12 рядов лицевой гладью. Провязала 12 рядов. В сантиметрах это будет почти 3,5 сантиметра. 3 сантиметра. Теперь дальше я провяжу 5 рядов. 1 ряд изнаночными петлями, 1 лицевыми. 1 ряд изнаночными, 1 лицевыми. Так, вяжем. Получится у нас 3 таких дорожки изнаночных. 1 ряд изнаночными, 1 ряд лицевыми. Провязала 3 дорожки изнаночных. Вот у меня получилось. Это 5 рядов. Значит, теперь что дальше? Переходим к вязанию узора. Сразу после этих дорожек начинаю вязать вот такой вот узор. После того, как отвяжу узор, провяжу еще 3 ряда основным цветом лицевыми петлями. Значит, так, узор мы будем вязать вот по такой схеме. Узор буду вязать верхнюю часть. Вот схема. Можно остановить видео, сделать скриншот узора. Значит, это у меня здесь вот начало ряда. Простенький такой узор. Вот нарисовала, подобрала цвета. Значит, темно-зеленый, светло-зеленый и красный. 3 цвета у меня. Так, отвяжем сейчас верхнюю часть по схеме. Провяжем еще 3 ряда основным цветом. Я к вам вернусь и перейдем, будем вязать пятку.
Закончила вязать узор. Переходим к пятке. Значит, сейчас вот таким вот узором чешуйки или кольчуга его еще называют. Видно здесь. Я сейчас буду таким узором вязать задник. Так, что я хотела сделать? Замерить вам. Значит, высота вот от платочной дорожки вот этой вот и до начала пятки 7,5 сантиметров. Если хотите, чтобы верх был повыше, можете еще основным цветом провязать несколько рядов. Значит, сейчас на задних двух спицах я начну вязать пятку. Что вам здесь показать? Вот изнанка у меня. Хорошо растягивается все. Так, выворачиваем. Так, задние две спицы я довязала ряд до конца. Теперь узор буду формировать по изнаночной стороне первый ряд. Первую петельку снимаю, одну провязываю лицевой, одну снимаю, не провязывая. Нить за работой свободно идет. Одну провязываю лицевой, одну снимаю, не провязывая. Так провяжу 2 спицы. 30 петель это у меня. Так вяжу до конца ряда. Провязала, сняла, провязала, сняла. Так, последняя петелька я провязываю изнаночной. Переходим на лицевую сторону. По лицевой стороне полностью все две эти спицы провязываю все лицевыми петлями. По изнаночной стороне опять буду вязать одну, снимаю, одну провязываю лицевой. Только буду вязать в шахматном порядке. Сейчас второй ряд лицевая сторона, все вяжу лицевыми. Вяжем лицевыми. Пришла в конец ряда, последнюю провязываю изнаночной. Переходим на изнаночную сторону. Если у меня в первом ряду я первую петельку провязывала, то сейчас я буду ее снимать. Кромочную снимаем. Следующая петля. В первом ряду я провязывала, теперь ее снимаю, не провязывая. Следующую провязываю лицевой, одну снимаю, не провязывая. Одну провязала, одну сняла. Так буду чередовать и провяжу 16 полных рядов. А потом буду формировать пятку. Так, сняли, провязали, сняли, провязали. Значит, высоту. Вот если по вот этим вот чешуйкам, дужкам посчитать, 16 раз дойду до пятки. Сейчас довяжу, замерю вам это все в сантиметрах. И будем убавлять пятку. Вяжем. Провязала я высоту пятки. Так, это у меня в сантиметрах получается 6 сантиметров. 16 рядов я провязала. Разделила вязание на 3 части. По 10 петель у меня на каждой спице. Теперь средние петли провязываю по узору. Так и буду продолжать вязать чешуйками. И последнюю петельку буду соединять с петелькой с боковой спицы. Значит, сейчас по узору лицевая сторона все провязываю лицевыми. 10 петель провязываю лицевыми. Последнюю 10-ю петельку буду соединять по лицевой стороне, соединять изнаночной петлей. Так, последняя петелька. Я соединяю, 2 вместе провязываю изнаночной. Соединила. Так, теперь перехожу на изнаночную сторону. Первую снимаю, далее вяжу по узору, что у меня там продолжается. Одна лицевая, одну снимаю, одна лицевая, одну снимаю. Так, провязываю 10 петель, 10-ю соединяю. Пришла в конец ряда, 10-я петля. Соединяю 2 вместе, провязываю лицевой. Перешли на лицевую сторону. Опять провязываю все лицевыми, последние петельки соединяю. Так провяжем, соединим все петли вот с боковых спиц. Довяжем до последней петельки. Закончила вязать пятку, соединила все петли до конца. Теперь с каждой стороны я буду поднимать петли. Значит, у меня будет 16 петель.
Я 16 рядов провязывала, будет 16 петель. Кому удобно, можете сразу спицей поднимать. Я поднимаю крючком под 2 дужки, захватила ниточку, поднимаю плотненько в одной. Так, подняла петли. Теперь вот из проема, чтобы не было дырочки, здесь тоже подниму одну петлю. В следующем ряду я их провяжу вместе, соединю. Так, подняла. Теперь передние 2 спицы провязываю лицевыми, и точно так же одну вот здесь вот из проема подниму и подниму петли по второй стороне. Провязали ряд до конца. Следующий ряд, один ряд я все провяжу изнаночными. Потом перейду на лицевую гладь и буду соединять боковые петли, лишние петли по стороне пятки я буду убирать. Вот сейчас один ряд всего лишь пройду изнаночными. Значит, так, вяжу один ряд изнаночным. И вот петелька, которую мы набирали с боковой стороны, я ее провяжу 2 вместе. Закрою ее сейчас. Подтяну 2 вместе. И точно так же сделаю на той стороне. Следующий ряд провяжу все лицевыми без убавок. Потом буду делать убавки через один ряд. По боковым сторонам буду по 2 петельки провязывать вместе. Далее вяжу все лицевыми и через один ряд по боковой стороне буду делать убавки. Так, осталось 2 петельки у меня. Провязываю вместе. Так, это не у меня наклон должен быть вправо. 2 вместе провязала, подтянула. Перешли передняя сторона, центральная часть. 2 спицы провязываю все лицевыми. И точно так же сделаю убавку со второй стороны. Так, перешла на вторую сторону. 2 петли провязываю вместе. Убавила. Все далее вяжу лицевыми. Все, следующий ряд буду вязать без убавок. Так буду убавлять через ряд, пока у меня на задних 2 спицах не останется 30 петель. Что сейчас делаем? Вяжем, убавляем петли. Получится вот такой вот клин подъема. Закончила я делать убавки. На спицах у меня 60 петель. Провязала еще один ряд лицевыми. Вот такой вот подъем получился. Значит, теперь что я дальше буду делать? Теперь сейчас провяжу среднюю часть вот таким вот узором. Потом перейду к мыску. Так, узор будем вязать по схеме. Вот по такой вот схеме. Значит, можно остановить видео, сделать скриншот. Или же... Ой, с этой схемой постоянно проблемы. Дело в том, что я схему перерисовывала с разных фрагментов, с разных схем составляла, поэтому ссылку, где есть готовая схема, я вам дать не могу. Она нарисованная у меня. Значит, в сообществе, на канале, в шапке профиля есть сообщество. Нажимаете там фотографии и схемы. Кто там взять не может схему, тогда у меня в соцсетях, типа Одноклассников, ВКонтакта, под фотографией в комментариях я тоже размещаю схемы. Ссылки на мои соцсети также можно найти в шапке профиля. Или же вот остановите видео и сделайте скриншот. Сейчас что мы сделаем? Среднюю часть провяжу по схеме, к вам вернусь и закончим вместе носок. Так, после узора я провязала еще 14 рядов, дошла до мизинца. Сейчас буду делать убавки на мысок. Замеряю, что я вам замерю. Вот от 5 и до последнего ряда. Что-то у нас здесь получается. 13, почти 14 сантиметров.
Так, теперь что буду делать дальше? Значит, сейчас буду делать убавки. Первую петельку провязываю, следующие 2 провязываю вместе. 4 раза убавлю через ряд, потом буду убавлять в каждом ряду. Закрою, пока у меня не останется по 4 здесь и 4 здесь. Всего 8 петель у меня останется на мыске. Значит, закрыла. Далее до конца провязываю все лицевыми и точно так же убавляю в конце ряда, только в обратную сторону. Так, дошла до конца ряда, осталось 3 петельки, 2 петельки убавляю, последнюю провязываю. 2 провязала вместе и последнюю провязала лицевой. Все. Следующий ряд провяжу без убавок. 4 раза. 1 убавила, 1 провязала, 1 убавила, 1 провязала без убавок. Потом буду делать в каждом ряду. Вот такой вот у меня мыс получается. Ну, опять же, по-разному можно делать убавки. Значит, сейчас провяжу, убавлю и закрою обычным бабушкиным, как говорят, старинным вот способом. Вяжу. Пришла к финишу. Вот все, довязала до конца. В этот раз без заморочек, обычным способом. 8 петель у меня осталось. Крючком сейчас протяну ниточку, стяну и закреплю на изнанке это все. Можно оставить, конечно, больше петель и закрыть это все трикотажным швом. В общем-то, по желанию. Вот через эти 4 протянула и через следующие 4. Все. Заправлю это на изнанку, разровняю все. Крючок через изнаночную сторону выведу. Ниточку все на изнанку. Так, поаккуратней. Захватила. И потащили на изнанку. Ох, выворачиваем. Так, закончили с мыском. Теперь что сделаем дальше? Вот помпоны украсим. Значит, сделала помпон. Вот сплела из трехцветную такую косичку. Закрепила. Теперь второй помпон делаю. Сначала протяну вот эту вот веревочку. Так, теперь это на этой стороне. Ой, чтобы не попутать, с какой стороны. А этот должен быть на этой стороне. Вот с этой стороны, с разных сторон. Сначала протяну эту веревочку, потом вытащу и привяжу к этому помпону. Через каждые 5 петелек, через равное расстояние протягиваем. Так, протянула вот этот вот шнурок. Теперь вот у меня остались 3 нитки. Я здесь завязала. Следующий помпон разрезаю и вот этими вот нитками обвязываю, примонтирую второй помпон. Вот так вот я делаю и все. И завяжем. Только вот длину замерите, чтобы не было сильно длинной. Вот так вот. На этом сегодня все. Мой обзор закончен. Всем спасибо за просмотры. До новых встреч. Увидимся в новом году. Всем пока-пока. Всего хорошего.